Ребят, всем привет! Хочу показать обзор улова, скажем так, за последнее время. И причем это улов не мой, это улов из VIP-чата. Столько моделей набрали в VIP-чате, причем это даже не все, это половина. Вторую половину я покажу позже, но там в основном мейд. Начнем с того, что я взял себе. Я взял именно вот такой вот Dodge Challenger. У меня уже есть такой, только другого цвета. Вот он. Кстати, вот так их надо показывать. Считаю, хорошее дополнение в мою коллекцию. В будущем думаю еще прикупить золотой. Такие случаи, ребят, кстати, происходят очень редко. Это обычно бывает, когда какой-то коллекционер сливает разом всю свою коллекцию и, соответственно, все продает. Такое, кстати, бывает раз в пару лет. И вот этот случай был. Данную информацию мы получили из чата барахолка Hot Wheels, поэтому на нее ссылочка будет в описании. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе таких всяких сливок. Ну и плюс вы сами можете там предлагать свои модели. Также взял уже своему знакомому вот эту модель. Считаю, что очень крутая. Причем вот начал искать ее, наверное, месяц назад. Думал, где бы ее найти. Писал коллекционерам, у которых она может быть. У кого она есть, они их не продают. Ну и вот, как говорится, совпало, типа, она тут появилась, я, естественно, сразу спросил, сколько стоит, вот, и получил ее. Единственное, там есть нюанс, маленький нюансик, там, короче, есть маленькая трещина, короче, не знаю, видно вам, не видно, вот, короче, на блистере, внутреннем причем, есть маленькая трещина, но, в принципе, кому идет эта модель, он сказал, что ему не особо важно, я так предполагаю, скорее всего, пойдет в распак. Ну, моделька реально крутая. Ну, а трещина, скорее всего, произошла из-за того, что модель такая массивная, и она просто выдавила со временем. Вот. Ну, короче, не знаю, как это случилось, но, как есть, так есть. Вот следующая машинка F100. Прикольная модель. Ее уже, в принципе, даже обменяли в VIP. Причем ее взял один коллекционер для другого, чтобы поменять на Nissan Легенду. Достойное, состояние хорошее. Также имеет свой номер. Вот. Так что все отлично. Небольшое отступление. Сейчас мы вернемся к дальнейшему обзору. Хотел бы рассказать об обмене у нас в VIP-чате. Ранее вы видели RLK F100. И вот данную RLK F100 поменяли вот на данную модель. Причем эту модель участник VIP-чата выиграл в розыгрыше. Розыгрыш был ВКонтакте, как говорится, в стандартных группах, где проводят рафлы. Если вы не в курсе, то пишите в комментариях, может быть, тоже об этом что-нибудь расскажу. Потому что интересная штука, можно поучаствовать. Я сам так выиграл RLK-шку фиолетовую, которую ранее показывал. Видите, у нее необычный блистер, как у RLK идет. Вот, я специально поставил здесь RLK-шечку, сейчас к ней вернемся. Их, по сути, получить очень сложно. Вот, допустим, Honda S2000 скоро будет подобного плана. Ее ребята приобретали на мероприятии. Надо было купить на определенную сумму Hot Wheels, и, соответственно, у тебя был доступ приобрести данную модель за энное количество денег, там 35 баксов, что-то такое. По поводу еще необычных сделок, какие прошли недавно в чате, ребята купили вот такой вот набор, диорама называется, Mercedes-Benz. Здесь было еще две модели. Вот здесь они стояли. Сейчас их, естественно, нету, потому что их уже разобрали. И вот остались вот такие две модельки. Вот сзади нарисованы модели, которые были здесь. Вот здесь, в принципе, вам есть все названия. Прикольная фишка. Приобрести один такой набор. Такой один набор стоит 4500 плюс-минус. И, соответственно, раздербанить его. Там модель выходит там по косарю, по две, короче. Ну и также я вот, ребят, наконец-то дождался данную модель. Долго она мне шла, но наконец-то пришла. Кстати, если вы хотите приобрести что-то подобное, скажем так, RLK-шки по предзаказам, либо что-то с eBay, переходите в описание, там обязательно будет ссылочка на продавца, у которого заказал я эту модельку. Пришло, видите, все, в принципе, хорошо. Данная модель мне обошлась около 8000. Сейчас я пока не видел их на Авито, но я думаю, скоро появятся. И цены, предполагаю, будут стоить 15 плюс-минус, как говорится. Понятное дело, что найдется кто-нибудь, кто продаст ее по Сибицу, потому что не сможет ее долго продавать. Но я думаю, такие модельки будут дорого стоить, потому что мало кто смог заказать их по предзаказу. И, соответственно, выходит то, что их заказывают просто с eBay. На eBay она уже стоит 8-9 тысяч, плюс доллар растет.
поэтому цена еще выше будет. Ну, короче, такая вот моделька. Считаю, что одна из лучших у меня в коллекции. Давно надо было брать именно эту серию, но, как говорится, лучше поздно, чем никогда. Цвет прикольный. Сейчас как раз у нас выходит Барби, соответственно, будет трендом. Понятное дело, что многим не понравится розовый цвет, но, допустим, мне нравится. На камере вижу, что она немножко красным отдает. Но нет, в жизни она смотрится лучше. Смотрится более-менее как на обложке розовым. Ну, все зависит от освещения, естественно. Камера, естественно, передает чуть-чуть все по-другому. Так, ну что, возвращаемся в сюжет. Ну, данную модель вы видели в одном из видео, когда я зашел в Carry Kids и типа нашел эту модель. Стоила она 279 рублей. Считаю, что прикольное приобретение, при условии, что их на Авито продают, ну, достаточно дорого. Элит, ребят, нашли Элит, причем тоже за очень какие-то смешные деньги. Я, короче, когда узнал, сколько она стоит, думал, капец, надо было мне брать, но, в принципе, ну, мне она не особо нужна. Кстати, вот только что, пока держал, почувствовал, что здесь что-то блистерок-то какой-то покусанный. Ну, ладно, это, в принципе, не беда. Модель реально стоит дешево. Если вы не знали, то данная модель открывашка. В принципе, прикольная. Вот так вот выглядит сзади. С окошком, все дела. Крутая моделька. Поздравляю того, кто успел ее ухватить. Так, ну это ребята просто нашли в магазине и через меня их передают. В принципе, это фишечка нашего VIP-чата. То, что ребята тоже могут друг другу по Сибису покупать. И потом просто мне либо их как-то передавать, и я уже буду, ну, передавать дальше. В теории так вот можно просто набрать в Москве кучу моделей. Мне ребята отдадут, и я потом разом посылку отправлю участнику, который находится не в Москве. Вот эта моделька Nissan GT-R выглядит немножко странненько. Такие другие формы, непривычные для меня. Как будто чуть-чуть больше. Не знаю, мне кажется, размер как будто, ну, немножко не тот. Короче, как будто немножко больше, чем нужно. Скажите, так это или не так. Короче, данные модели я не застал, потому что, сами знаете, я коллекционирую чуть больше года. Поэтому для меня это темный лес. Если вы что-то знаете об этом, пишите в комментариях. Мне очень интересно почитать, потому что я изучаю данную тему все так же по ходу дела. Так, ну и вот эту модельку взяли в мир кубиков. Коллекционер сказал, что нам нужна. Я так предполагаю, что ему без разницы, на резине модель либо на пластмассе. Здесь нет обозначения то, что она имеет резиновые колеса, как, например, у других премиум. Сейчас перейдем к ним, вот они лежат. Вот, ну, короче, вот такая вот моделька. Переходим к премам. Так, вот здесь прем. Здесь премы германские. Ага, данный сет вообще ухватили за 3000. Я считаю, что очень сказочная цена. При условии, что все целенькое, все хорошенькое. Прям круто. Ну, думаю, вы такие премы видели. Год назад они где-то вышли, их часто продавали. У меня тоже имеется данный сет. Так что не будем на нем заострять внимание. Просто покажем. Ну, вот эта моделька одна из прикольных. И вот тот грузовичок мне нравится. Единственное, видите, да, у некоторых карты чуть-чуть замятые. Но, ребят, 3000, напоминаю. Конечно, за 3000 считаю, что отличная цена. Состояние, понятное дело, что не идеал, но, в принципе, достойно. Так, вот эту модельку я взял себе. Участник VIP-чата нашел ее в детском мире. Просил, нужна, не нужна. У меня хоть такая вот уже есть. Вот в распаке. Плюс еще есть одна такая же в запаке. Но я что-то порешил, что ну давайте, мне еще одна нужна, потому что я фанат данного фильма. Короче, надо будет подумать, что с ней сделать. Пишите в комментариях, может у вас будет какие-то классные идеи. Либо сделать какой-нибудь кастом. Прикиньте, из нее сделать кастом, типа назад в будущее. Как будто, знаете, типа 4-я часть. Ну, это так, мысли вслух. Так, идем по премкам. Офигенные здесь премки нашлись. Формула дрифт, все дела. Кстати, штрих-кодик у нас спрятан, поэтому, к сожалению, вы его не увидите. Но, в принципе, вам и не нужно. Странная моделька, конечно, выглядит так себе. Мне, допустим, не очень нравится. Такое ощущение, что перед у него стекляшка. Есть нюанс по блистеру, вон я вижу сверху. Но, надеюсь, человек это видел, ему все показали. Мне единственное, передали эти модели уже в таком состоянии. Я их аккуратно вам положил сбоку, и вот сейчас показываю обзор. Я предполагаю, что цена там достаточно дешевая, вот, хотя на эту модель я даже цену не знаю, потому что мне просто ее передали. Там ребята уже даже без меня все решили, сами договорились, сами выкупили, и просто вот
человек, который выкупал, передал все мне. Ну вот это вообще, ребят, очень круто. Состояние идеал. Блистер целый, все хорошо. Ну, можно докопаться, вот здесь как какой-то типа, как будто ударчик маленький был, но здесь даже трещины нет, такая типа, чуть-чуть пластмасса как бы напряглась, скажем так. Моделька крутая, обычно такая моделька стоит 1-3 тысячи, не знаю, за сколько ее взяли. Когда буду передавать, спрошу. Вот. Ну, либо, если вам интересно, залетайте в вип-чат и спрашивайте, почем ее взяли. Так, вот штрих-кодик, но, конечно, он нам уже не понадобится, потому что таких моделей мы не найдем в магазине. У нас здесь матрица. Хотел тоже приобрести данную модель. Возможно, в будущем приобрету. Но я сдержался, не взял, потому что я взял РЛК. И я просто ограничиваю бюджет, я не скупаю все подряд, как делают это некоторые. Ну, потому что вот такой вот у меня выбор. Я не хочу, типа, перекупить много моделей, чтобы потом их сливать из-за того, что, допустим, захочу взять еще какую-то модель. Я просто выделяю какой-то бюджет раз в месяц и на него что-то покупаю. Предполагаю, что если буду брать, скорее всего, возьму 2 таких версии в будущем, потому что хочу в распак себе поставить. У меня идея сделать на полке сзади чисто все черные модели. Вот как вы думаете, классно, не классно? Мне кажется, прикольно будет смотреться, такой чисто фоном, типа. У меня вот сверху уже стоят пару черных моделей. Вот хотелось бы еще, вот сюда, да, прикольно смотрелось бы. Ну, короче, в будущем посмотрим. Вот эта крутая. Видел ее на сходке продавали. Поэтому, ребят, если вас интересуют данные модели, приходите там на всякие сходки. Ну и вообще, типа, вникайте в чаты и узнавайте, что есть у кого. Потому что периодически такую годноту продают. Так, ну, конечно, нюансики есть, ребята. Вот я только что начал класть и чувствую, что-то как будто отходит, короче. Есть все-таки нюансы, но моделька старая, так что, в принципе, и простительно. Ну, потом, надеюсь, люди подклеят. Вот видно, прям чуть-чуть отсохло, короче. С этим надо быть аккуратным. Такое, конечно, надо спрашивать у продавцов, прежде чем покупаешь. Потому что, скорее всего, все писали идеал, а по факту вот такие вот нюансы выскакивают. Такую я тоже видел на сходке, причем на старой сходке, которая в ангаре была. Надеюсь, их когда-нибудь возобновят, потому что крутое место было, очень удобно было там находиться, и дофига моделей люди продавали. Ну и вот такую годноту я там тоже видел. Вот, сзади вот такой вот сетик есть. Так, ну это нашли просто в детском мире. Вот, ребята передали друг другу. Ну, крутой пятипак. У меня такой тоже имеется. У меня до сих пор он в запаке. Я думаю, нет смысла уже делать на этот пятипак обзор. Единственное, только если его вскрыть, вот сюда поставить. Но если я планирую, допустим, поставить сюда только черные модели, то по факту мне подойдет только вот это. Смысла, допустим, я не вижу его открывать. Пусть пока лежит. Может, когда-нибудь там захочу сделать кастом. Вот скоро будет серия по кастому. Мы там Супру взяли, мейновскую, затюнили ее. Ну, в теории вот можно сделать кастом будет на них. Ну, я про свой пятипак, не про этот. Мой тут в стороне лежит. Переходим к мейну. По мейну здесь все очень круто. Здесь есть Honda Civic, вот такая вот классненькая. Cadillac, который в теории можно переделать, типа под Gucci. Ну и так, если вы хотите. Nissan Skyline, который Godzilla. Это я попросил себе взять, потому что я до сих пор что-то не могу найти. Не знаю, мне прям не прет. Короче, данную модель я взял на кастом. Сперва буду снимать, короче, декали. У меня есть специальное средство. Потом вам все расскажу, как снимать декали. Ну и планирую, допустим, какие-то свои декали повесить. А может вообще в будущем перекрасить и что-то сделать с ним интересное. Недавно находил в детском мире. Единственное, был косяк. Находил 2 поршика в одном магазине. У одного был косяк на спойлере, вот здесь сверху точка. А у второго вроде наклейки кривые. Ну, что-то такое. Поэтому, если будете находить, будьте аккуратны и смотрите внимательно. Так, ну и Супра. Супра, конечно, не СТХ, но тоже прикольненькая. Так, ребят, сзади меня находится здоровая коробка. Давайте я вам просто покажу, что там ребята берут. Ну, вот такие вот модельки. Есть даже вот такие. Пару моделей взяли из Мир Кубиков. Единственное, с этой моделью будьте аккуратны. Если вы, допустим, берете ее в полный кастом, то ок. Если вы берете их и хотите ее сохранить в таком виде, то присматривайтесь, потому что у нее есть много косяков. По типу, здесь на лючке, видите, всегда краска отходит. Не знаю почему, видимо, так сделали декаль
поэтому будьте внимательны. Также на Mitsubishi там вообще кошмар, там фары вечно съезжают, поэтому, ребят, с этим будьте внимательны. Единственная Supra черная вроде как максимально хорошая, поэтому с ней вроде все проще. Но ее единственное не найдешь, потому что ее все забирают. Вот я тоже думаю взять Supra, сюда поставить будет идеально. Так, ну естественно DeLorean, куда же без него. Также еще Германия, еще немножко Германии. Вот такое вот у нас видео получилось, обзор вип-чата. Пишите в комментариях, снимать еще что-то подобное. Ну и вообще, какие вас форматы интересуют. В будущем планируется ролик по кастому. Как раз мы там будем делать Supra и Sky. В принципе, тоже прикольный ролик. У нас, ну так, немножко вам спойлер закину. Там Supra и Sky сделаны в одном стиле, чтобы они смотрелись как, типа, вместе, типа Тупак. Ну, короче, смотрится прикольно, мне нравится. Видос выйдет, жду ваш комментарий на эту тему обязательно. Ну и также пишите, что вообще вы хотели бы, чтобы я снял. Также планирую снять серию с коллекционером. Сейчас жду ответа, когда коллекционер соберет там всю коллекцию и, скажем так, даст добро на съемку. Вот. Ну и также, если, ребята, у вас какая-то супер интересная коллекция, и вы там живете рядом с Москвой, в принципе, до вас там как-то можно доехать, то пишите, так сказать, пообщаемся, договоримся и снимем какой-нибудь классный ролик. Плюс вам память, и плюс людям покажете, что у вас вообще есть. Это всегда интересно смотреть и вообще классно показывать, что у тебя есть в коллекции. Да, я тоже когда-нибудь доберусь до своей коллекции, потому что она у меня уже очень сильно видоизменилась. Надо будет тоже снять о своей коллекции. Вот. Все, ребят, спасибо, что посмотрели это видео. Написали комментарий, поставили, надеюсь, лайк. Вот. Всем хорошей охоты, всем хороших закупок. Вступайте в вип-чат. Всем пока-пока.